Привет, меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как передавать информацию из MarkQuiz в Gmail. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать информацию из MarkQuiz в другие системы. Например, через Gmail вести учет новых квизов, удобно хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных MarkQuiz. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить квизы». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт MarkQuiz к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо скопировать URL приема данных и перейти в настройки MarkQuiz. Кликаем на «Редактировать». Открываем вкладку «Интеграции». Листаем вниз и находим окно «Webhook». Добавляем наш скопированный webhook и обязательно сохраняемся. Именно на этот URL будут приходить все новые заполнения квизов из MarkQuiz. На этом подключение завершено. Теперь необходимо обязательно заполнить тестовый квиз, чтобы данные появились в системе Apex Drive. После заполнения квиза возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по квизу, которые мы только что заполнили. Если на этом этапе данных нет, попробуйте повторить действия, описанные выше. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных MarkQuiz успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Gmail. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Отправить письмо». Подключаем ваш аккаунт Google к системе Apex Drive. Вводим логин и пароль от вашего аккаунта. Обязательно ставим все галочки доступа. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые нужно заполнить для отправки данных о квизах в Gmail. В эти поля нужно назначить переменные из MarkQuiz. Вписываем почту, на которую будут приходить письма с заполненными квизами. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле сообщения и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Для перехода на следующую строку используйте Enter. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться в Gmail. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Gmail». Переходим в Gmail и проверяем результат.
Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных Gmail завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!